Народ, всем салют. В общем, у нас очередные аквариумы, которые спасаем. Рыбки. Ну, тут уже наполовину спущено. Я также с Ромчиком приехал. И вы знаете, я вот, честно говоря, впервые, наверное, за все время не знал, с чего начать видео. Вот как-то у нас еще вчера не было по всему городу, области электричества, не было водоснабжения, потом связь пропала. И вот сегодня утром мы уже в другом месте и вот спасаем. Тут частично уже слита вода, частично рыбки. Рыбок забрали, но обычно, знаете, люди там, по каким-то причинам заканчивают, да, вы знаете, что у нас происходит, и как бы они заканчивают с аквариумистикой. Но тут настолько все как бы плохо получилось, что я, наверное, покажу вначале все здесь, а в конце видео я уже вам расскажу, ну, так скажем, в двух словах, что же конкретно тут произошло. Ну, как бы, я думаю, вы уже из начала понимаете, что тут не все хорошо. Это вот акваилевский, тут, по-моему, 50 литров, сказали. Уже некоторое время он стоял без обслуживания, так скажем, аквариумиста, который его завел. Тут очень интересная еще крышка. Сейчас покажу вам. И вот 350 литров. Вот, Ромчик. 250, я думаю. По-моему, сказали 350. Ну, может 250. Может, шире, да, просто, да. Потому что Шире? у меня 350, он Ну, немножко длиннее. Этот, по-моему, ну, где-то у нас тут делался. Это, ну, в том плане, что это не какой-то брендовый, фирменный. Да, и в данный момент, когда мы сейчас занимаемся добрым делом, слышны были звуки самолета. И в очередной раз наш любимый город пострадал от прилета снаряда. На данный момент пока неизвестно, есть пострадавшие или нет. Ну, как всегда, за каждой бомбардировкой, скажем так, кто-то пострадал, да, есть жертвы. Без этого не обходится. Не могу даже описать своего настроения. Сейчас, как уже сказал Вася, после сегодняшней ночи, это была бессонная ночь. Спасали рыбу, включали генераторы, полили бензин. Нервная была ночка. Да. Очень, да. Да, поэтому я думаю, мы сейчас, может быть, молча наложим музыку, позанимаемся тем, что мы делаем. А когда уже будем вести, сядем в машину, да, и тогда более как бы конкретно об этом побеседуем. Да. Да. Ну вот у нас. Я так вам покажу тут еще. Кого видно? Скалярочки, акантофтальмусы, неончик. Еще кто это? Тетра какая-то. Вот коряга классная. Декорация от растения тоже. Очень такие прикольные. Ну, все обслуживалось внешником. Мы только сейчас забираем рыбок, осушаем это все и растения. Ну, потому что растения тут не смогут жить. Все росло, смотрите, на вот таких лентах диодных. Я не знаю, насколько долго они светят. Вот, кстати, одна не светит. Но вообще, как бы, такие ленты, они не особо подходят для растений. Но в то же время растения тут, смотрите, сами какие. Ну, чувствовали себя довольно-таки комфортно. Ну, это неприхотливые, они самые такие простенькие, поэтому им тут вообще нормально. Обогревательные вот мне понравились здесь. Очень такие интересные. Внешне. Ну, для страховки, видите, аквариумы заклеены малярной лентой. Чтоб, не дай бог, не разбились и не потопить еще соседей. Ну, чтобы выдержало стекло. Ну, а в первую очередь это говорит о том, что думали о своем любимом хозяйстве. Да? Побеспокоили, что ничего не произошло плохого. Да? Ну, вот эта крышечка, которая была на 50-литровом акваиле. Помните, мы когда-то маленький забирали? Там крышка была несъемная. Тут, конечно, съемная. Внутри фильтр, вставляется обогреватель. И вот тут вся фильтрующая
часть его. Ну и также лампа. Лампа тоже родная, акваэльновская, вижу, диодная. Все, ну, лючок для кормления. Сейчас сверху вам покажу. Вот так вот это все сверху выглядит. Контейнера там, с фильтрующими и помпа, которая, соответственно, качает. Ну, вот такое устройство. Сейчас. Вот оно здесь стояло, крепилось. В принципе, линза, я думаю, многим знакома. Но я, честно говоря, ее так вот вживую видел впервые. Вообще езжу и смотрю много-много разных форм, видов аквариумов уже повидал. Разбирать не строить. Поэтому, я думаю, на это идет меньше времени у нас, чем На сбор, было да? потрачено на сбор, да. Ну вот, видишь, у тебя все потихонечку получается. Желание, и все получилось. Ну вот, только проговорили, только рассказали вам, что без электричества сидели, без связи. Ну вот сейчас, пожалуйста, все повтори. Вот, только сказали, что прилеты пошли. А обратно у нас нет электричества. Сейчас будем доделать все и ехать. Ну, насколько, это непонятно. Вчера сколько у нас не было, тоже вот полили, да. И сейчас непонятно, насколько это затянется. Естественно, что не хватит никаких ни генераторов, ни аккумуляторов, ничего. Вот так вот и живем. Рыбок мы поместили сюда, декорации сюда. Тут все опустошили, воду слили. Пустое ведро, и тут тоже с рыбкой. Ну, это уже тоже пустое. Да, рыбы здесь нету. Будем идти, в общем, в машину. Вот это тоже сказали забирать. Ну вот, ребятки, вы увидели, что мы забрали. Мы уже немножко отъехали. И, ну, как обещали, расскажем, что там. В общем, жил себе, не то жил один аквариумист. Совсем молодой, можно сказать, еще помладше нас. И совсем чуть-чуть не дошел домой. И он не военный, он просто обычный мирный человек, местный житель. Как бы. И вот, Который строил планы на будущее, да как все мы, в принципе. да. Жил обычной жизнью, да. А вот вы говорите, там свет есть, там электричество, вода. Ну, вы никогда здесь не были, ну, вы не поймете, как вот эта утка в тире, вот тоже как бы у нас сейчас происходит. У нас вот так вот, у нас каждый день гибнут люди. Вот так вот шоу. Да, планы уже на завтра, как бы мы живем как бы здесь и сейчас. То есть вот единственное вот при этой встрече, что мне хотелось, я даже не досливал аквариум, я быстро сел в автомобиль и поехал обнять своих близких. Получилось, что мы утром, произошел небольшой конфликт на бытовой почве, связанный с аквариумами, да. Вот. Но это все такие мелочи на самом деле. Да. Поэтому просто берегите друг друга, цените вообще друг друга, Цените семейные отношения, каждый миг, потому что все настолько это бесценно по сравнению вообще с самым дорогим, что у вас есть, это жизнь. Да. Вот. А еще просто вот я поражаюсь человеческому фактору. Вот сегодня утром, вот Вася уже говорил, да, у нас не было отопления, мы спасали рыбок. На данный момент нет у нас тоже электричества, да, то есть, да, ошибся. Едем сейчас, будем включать генераторы, то есть как-то все спасать, чтобы это все функционировало, потому что, да, здесь как бы уже даже не подберешь, да. просто не хватает словарного запаса, возможно, не потому что там интеллект. Да, даже во многом как бы... А еще пытались утром сдерживаются. снять нам колеса. Да, вот представьте, Вот народ, насколько но вообще всё. зачем? Ну, в голове не укладывается просто. Вот мы стараемся, спасаем животных, деткам, вообще все это как-то вот, людям, ну как, всем как бы... сложившаяся ситуация как одно целое вообще, то есть за объединение только. То есть сила в том, что мы вместе как бы и помогаем друг другу. И вот Рома еще, пользуясь случаем, как раз хотел сказать, он
организацию открыл, да? Да, мы как бы с начала войны занимаемся волонтерством. Были как бы на своих, рассчитывали только на свои силы. Да. Сейчас нашлась, вернее не нашлась, а она всегда была. То есть хорошее притягивается к хорошему. Да. Группа людей, то есть мы открыли официально громадскую неприбыльную организацию. То есть мы... Название скажи ее. Да, ну как нам сказали, только истинные любители животных могли назвать свою компанию «Свора». Поэтому вот так мы называемся. Можете нас найти в Инстаграм. Я ссылочку оставлю в описании Да. под видео. Сможете перейти. Ну, я думаю, вы там сразу найдете, ну, Да. сразу поймете, почему Свора. Вы там увидите куча животных. Я и до этого показывал Ромчика зоопарк домашний. У него там кого только нету. Ну, то есть человек любит животных, как бы, лелеет. И вот несмотря на эти сейчас тяжелые условия, он все равно и другим животным Наша также деятельность помогает. максимально прозрачна, то есть мы не клянчим, не попрошайничаем деньги. Мы просим вас посодействовать в добрых делах. То есть с удовольствием будем рады, если вы присоединитесь к нашей своре. Да. Так что Вот. присоединяйтесь, будем рады. А еще вот по поводу вот этого парня, который погиб. Ну, во-первых, естественно, тот человек, который нам открывал все, ну, был с нами это время, он, естественно, не хотел об этом говорить ему, как бы, ну, сами понимаете, ему неприятно, больно, все это затрагивать живые раны. Но еще вот человек жил, строил планы, и у него уже родился, да? Да, он стал отцом. Стал отцом, да, ну, Ну, вот такое вот случилось. Ну, будем надеяться, что все наладится и все будет хорошо. Возможно, конечно, все сумбурно получилось. Ну, как бы, знаете, у нас тоже сейчас все, у нас каждый день сумбурно, у нас постоянно что-то куда-то, и только живешь одним днем, понимаешь, что все может в любую секунду все как бы измениться. Поэтому, ну, в голове немножко вот так вот все. Ну, все равно, ребят, извините, возможно, что испортили настроение, может, чем-то. Просто, ну, у самих так. Но мы будем дальше стараться да, держать это позитивно. реалии нашей сегодняшней жизни. Да, не каждый раз мы о них вам рассказываем, как все. Да, просто не рассказываем, а вот занимаемся тем, чем занимаемся. Но и тут всё. как бы из ряда вон выходящий случай, как бы. Ну вот, мы прибыли. Теперь Ромчик упражняется с запуском. Вот мы уже рыбок привезли. Сейчас в райском уголке, в зимнем саду их выпускаем. Им тут будет теперь сытно, уютно. Да, будем надеяться, что все блага цивилизации будут присутствовать, а не так, как сейчас все на генераторе. Но это благо, что Ромчик подстраховался. Вот тут и Чича пришел, помогает цветочки покушать, пока никто не видит. Ну, бензин это расходный материал. Да, сколько ты за эту ночь спалил? Ну, почти 25 литров. Ну вот, ребят, можете посчитать, умножить, во сколько обходится ночь. Чтобы все вот эти питомцы оставались живы и здоровы.